Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня вопрос о восстановлении антигравийного покрытия порогов. Вот, если внимательно посмотрите, здесь с Японии у нас отмечена на аукционе вмятина длиной с локоть. Вот так вот она выглядит, то есть тут японец зацепился, повредил антигравийное покрытие. Вот до металла дошло, в общем-то, только, наверное, в одном месте, может быть, вот в двух вот царапины. Поэтому сейчас я это все отмою бензином, наложу, значит, сюда, кислотой пройдусь, грунт, краску, лак, и потом будем закрашивать антигравийным покрытием. Вот такой набор у нас имеется, значит, в арсенале: грунт, лак, белая эмаль и антигравий керри. То есть антигравий белого цвета я ни разу в жизни еще не видел. Антигравий всегда будет какого-то вот такого вот молочного, кофе с молоком цвета. То есть если у вас автомобиль белый и вы хотите сделать антигравий, учтите, что белым он у вас не будет. Он будет вот примерно такого же цвета. То есть если вы хотите контрастный антигравий, там, например, черный, вы можете сделать черный. Но чисто белого я еще не встречал, честно. Все. Поехали дальше. Еще хотел с вами поговорить именно о самом антигравии, о его расходе и методах нанесения. То есть я обычно делаю на все автомобили уже 18 лет антигравий с таким расходом, что вот у нас есть один баллон, второй баллон и его емкость 650. Я кладу всегда по одному баллону на каждый порог. Вот. То есть это получается многослойное покрытие, оно довольно надежное. И меня все устраивает. То есть через год, может быть через два, можно опять же также наложить по баллону на порог, и будет просто замечательно. Теперь о методах нанесения. То есть если вы обратитесь к нормальному маляру с большим стажем и попросите его нанести вам антигравийное покрытие на автомобиль, то он вам сообщит примерную цену, примерно 2000 рублей за каждый порог. Вот. Это не значит, что маляр оборзел, что он алчный, он хочет много денег, учитывая, что баллон стоит там 200-250 рублей. Вот. В понимании нормального маляра, что такое антигравийное покрытие? Это, значит, снятие полностью вот здесь вот всего покрытия до голого металла. Зачистка, значит, травление там кислотой и так далее рыжиков. Затем грунтование всего порога в несколько слоев. Дальше накладывается антигравий, желательно там с какой-нибудь огромной бешеной шагренью. Дальше в цвет кузова он закрашивается сверху эмалью. И после этого накладывается лак. То есть максимально заводское покрытие получается. Вот за это и просят 2000 рублей за порог. Я так не делаю. То есть если у меня не поврежденное покрытие, то есть я просто сверху по, как сказать, по заводскому покрытию неповрежденному я накладываю антигравий. Все, ничего не гниет, ничего влагу не пропускает, все отлично, демпфирует эти удары камней. Вот, но в случае, как у нас, на такое поврежденное покрытие антигравий накладывать нельзя, потому что он имеет поры, то есть он не герметичный. Это вы не смотрите, это я отмою бензином, это последствия антикора. Он у меня протек. Да, даже на мойке это не смогли, поэтому я это бензином сделал. Итак, то есть нам нужно на поврежденное покрытие наложить, как я уже говорил, значит, его зачистить, протравить кислотой, загрунтовать, закрасить, залакировать, и только после этого сделать антигравий, чтобы внутрь влага к металлу не попадала и все держалось отлично. Пока левый порог у нас сохнет от кислоты, я отмыл правый порог. Мыть его это просто невыносимо, потому что вот здесь вот внизу идет дичайшая, просто гигантская шагрень, в ней забивается куча грязи, то есть тут был такой слой, а это учитывая, что я только что выехал с мойки.
Я просил максимально отбить мне все пороги. У них это не получилось, потому что у них нету подкатной насадки, которая бы направляла струю вверх. Вот, в итоге потратил кучу времени, кучу тряпок, ну вот отмыл как смог, уже обезжирил бензином. И что мы здесь видим после этого? То есть вот сколы какого-то внешнего покрытия, не знаю, то ли это лак, то ли что. До металла здесь у нас по длине всего порога ничего не повреждено, то есть только вот сбита красочка поверхностная. Все, сейчас буду лепить малярный скотч. И об этом хотел бы подробнее. То есть обычно я рекомендую наносить антигравий не выше порога, который вам отвел производитель. Ну, либо чуть выше. То есть, если вы сделаете прямо по двери, это будет дичайший колхоз. Это будет надежно, утилитарно, но колхоза. Вот. Если вы заедете на двери, это будет еще хуже. Вот, в данном случае я долго думал и решил, что я сделаю вот по этой грани. То есть вот. То есть чуть-чуть выше, там на 1,5-2 сантиметра, чем производитель нам сделал. Вот. Если вот так вот посмотреть весь автомобиль длину, я полагаю, это будет уместно, это будет не колхозно. И будет у нас дополнительная защита вот этого места. Тем более я здесь нашел кучу сколов, особенно впереди. Все, наносим скотч. Уже готов признаться, что наклеить на ту линию, которая выше линии производителя, мне не удалось при таком освещении, потому что солнце светит мне в спину, и когда я пытаюсь наложить скотч, я не вижу просто, где идет изгиб кузова. Я помучился и в итоге пришел к решению, что я сделаю, как завещал производитель. То есть вот четко по этой линии. Все, клеим малярный скотч ровно по линии, дальше выше клеим газету, все стыки между газетами обязательно тоже заклеиваем, чтобы у нас краска не налетела между листов. Были случаи, поэтому рекомендую не испытывать судьбу, сразу же залепить. Все, теперь берем баллон, так как у нас порог обезжирен, и начинаем красить, как рекомендует производитель антигравия, с расстояния 20-30 сантиметров. Вот таким вот образом наложили первый слой. Вот так вот это все выглядит. Довольно толстый. Антигравий производителя даже несколько утратил свою шагрень, свою зернистость. Сейчас ждем подсыхания 10-15 минут и накладываем второй слой. Все, закончили, сняли малярный скотч после второго слоя. Вот такое замечательное покрытие у нас. Вот тут вот кое-где видно кромку, она со временем затрется, то есть это у нас как раз граница краски и скотча. Вот эта вот каемка, она со временем затрется, либо когда подсохнет, мы ее руками вот так вот пригладим, и все лишние вот эти вот торчащие обрывки краски, назовем их так, они у нас уйдут. Вот так вот это все выглядит. Все, всем спасибо, что смотрели, всем удачи в работе.